Господин секретарь, ты читал этот отчет полностью? Я прочитал исполнительную резюме отчета. Я не читал все пока. Нет полного отчета. Я прочитал дополнительные резюме. Я надеюсь, что ты возьмешь эту копию с собой на рейс в Ближний Восток и прочитаешь ее, потому что это ваше наследие. Это ваше наследие. Начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана. Это привело к смерти 13 военнослужащих США и созданию 13 семей с золотыми звездами. Семьи, которые наш вице-президент даже не удосужился встретить. Затем российское вторжение в Украину. Террористическая атака на Израиль. Незаконная торговля нефтью между Китаем и Ираном под мелодию. 200 миллиардов долларов под вашим присмотром. Вот что финансирует Хамас, Хизболлу, хуситов и другие террористические сети в регионе. Китай угрожает Тайваню. Это твое наследие, и это вытекает из этого катастрофического вывода войск. Надеюсь, вы прочтете этот отчет в полной мере и поразмыслите над этим. Вы говорите о Дахийском соглашении. Это основано на условиях. У этой администрации не было проблем реверсирования политических решений президента Трампа, с которыми он не согласен. На самом деле Джо Байден отозвал 94 исполнительных приказов открыть нашу южную границу и создать абсолютную катастрофу. 70 тысяч американцев умирают каждый год от передозировки фентанила. Как это сделала эта администрация, позволив фентанилу проникнуть в нашу страну. Наркоторговля. Банды, занимающиеся торговлей людьми, женщинами и дети, которые продаются в проституцию, не имеет никакого значения. Это ваше наследие. Так что не сидите здесь и не рассказывайте нам, не прочитав отчет, что вы не согласны с этим, или это неправда. Говоря своему коллеге из Флориды: «О, это неправда. Мы оставили людей в Израиле после 7 октября. Это определенно так». У меня были избиратели, которые оперились полноценной паникой, и они позвонили в Госдепартамент, и им сказали, что мы ничего не можем сделать. Не говорите нам, что этого не было. У этой администрации не было никаких проблем с попыткой пересмотреть ядерную сделку с Ираном. Никаких проблем со снятием санкций с Ирана, разрешение незаконной торговли нефтью. Итак, когда вы говорите, что предыдущая администрация провела переговоры в Дахе, соглашением, и поэтому мы были связаны им, это полная чушь. И вы это знаете. Вы абсолютно имея способность, основанную условиями на местах, чтобы оставить там наши войска для обеспечения безопасности и благополучия американских граждан, и чтобы убедиться в том, что то, что произошло, бы не случилось. Господин секретарь, 26 августа 2021 года, кто был президентом Соединенных Штатов? Джо Байден. 26 августа 2021 года, кто был государственным секретарем? Я был. Хорошо, возьми на себя ответственность. Не уклонись от своих обязанностей. Не пытайся переложить вину. Реальность такова. Вы, ребята, позволили условиям на местах ухудшиться. Вы не удержали Талибан, не взяв их в счет. И в результате 13 американских солдат мертвы, а мир — это пороховая бочка. Мы находимся в самом тяжелом положении мест с момента подготовки ко Второй мировой войне. Это ваше наследие. Период. Точка. И если бы Израиль послушал эту администрацию и не зашел в Газу, и не продвинулся на юг, Синуар был бы жив. И если бы Израиль прислушался к этой администрации, Насралла был бы жив, и Асад все еще был бы у власти в Сирии.
and и Иран Iran стал would be сильнее, чем stronger than когда-либо. Это ваше That is your наследие. legacy. Этот Конгресс This принял Congress has судный passed закон the SHIP и Act закон and the Авраама. Abraham По Accord соглашению Special вы не Envoy. выполнили You didn't fill the соглашение, Special и вы не Envoy, обеспечили and you соблюдение didn't закона enforce the о SHIP суде. Act. У вас было больше You've had года, over a чтобы year to do сделать both. это и другое. Это That is твое your legacy. наследие. Ты оставляешь leave the мир world сегодня в worse худшем off положении, today чем than it was когда-либо. when you inherited. Вы унаследовали Gentleman's time это. has expired. Приятного чтения. Recognize the Enjoy reading this. Потому что это This ваше is your naследие. legacy.